История нападения пиратов на круизный лайнер МС Мелоди. Круизный лайнер МС Мелоди был построен в 1982 году на верфи в Лосейне, Франция, для компании Home Lines S Atlantic. Был спущен на воду как МС Atlantic для компании Home Lines. В период с 1988 по 1997 год судно называлось Starship Atlantic и эксплуатировалось компанией Premier Cruise Line. Длина судна 205 метров, ширина 27 метров. Он вмещал 1076 пассажиров в 532 каютах. Состав экипажа составлял 535 человек. В 1997 году судно вошло в состав МСК Крузис под названием Мелоди. На круизном лайнере были оборудованы зона СПА, салон красоты, выдвижная стеклянная крыша над палубой у бассейна, джакузи, игровая площадка, тренажерный зал, кинотеатр, библиотека, медицинский центр. В 2003 году круизный лайнер модернизировала свой бренд, изменив цвета и логотип компании. Все корабли добавляли к названию префикс МСК. Мелоди стала МСК Мелоди, хотя окраска корпуса осталась только Мелоди. Во время круиза из Дурбана, Южная Африка, в Гену, Италия, с примерно 1000 пассажирами и 500 членов экипажа на борту, МСК Мелоди подвергся нападению сомалийских пиратов, которое произошло примерно в 200 милях к северу от Сейшельских островов 25 апреля 2009 года, когда круизный лайнер Мелоди возвращалась в Геную. Быстроходный катер с 6 людьми на борту подплыл к кораблю, обстрелял мостик из автомата, после чего пираты попытались взять корабль на абордаж. По сообщениям СМИ, пассажиры отбивались от пиратов, выбрасывая столы и шезлонги за борт до того, как удалось мобилизовать персонал службы безопасности корабля. Позже израильская частная охрана корабля попыталась дать отпор пиратам, используя корабельный пожарный шланг, и когда это не удалось, воспользовались пистолетами. Пистолетный огонь заставил пиратов отступить, хотя после посадки на катер они продолжали стрелять по кораблю еще 10 минут. Из соображений безопасности первоначальный маршрут МСК Мелоди был изменен, чтобы позволить ей обходить некоторые из наиболее кишащих пиратами вод. Кроме того, испанское вспомогательное военное судно Morgs de la Ensenada должно было сопровождать круизный лайнер МСК Мелоди через Аденский залив, но она не встречалась с лайнером МСК Мелоди, приплыл только после инцидента. Пираты, напавшие на круизный лайнер МСК Мелоди, преследовались и в конце концов были захвачены испанским фрегатом на Мансе 27 апреля 2009 года. Подозреваемые пираты были переданы властям Сейшельских островов. До сих пор гражданские суда редко вступали в перестрелку с пиратами. Возможно, это знаменует собой начало новой тенденции превентивных действий. Круизный лайнер МСК Мелоди регулярно посещает порт Иркюль в Монако и часто вывешивает большую табличку: из соображений безопасности не приближаться ближе, чем 50 метров без разрешения. В июле 2012 года ходили слухи, что МСК Мелоди будет зафрахтована для новых операторов в Японии. В следующем месяце стало известно, что она была продана южнокорейской компании Lotus Mine, и что с февраля 2013 года она будет выполнять регулярные рейсы между Шанхаем и островом Чеджу, Южная Корея. Тем не менее, она была выведена из эксплуатации после своего последнего рейса для МСК Крузис в сентябре 2012 года. 7 января 2013 года МСК Крузис объявила, что судно Мелоди немедленно выведено из эксплуатации, несмотря на то, что планировалось отправиться в плавание в течение летнего сезона и выставлено на продажу. В ноябре 2013 года она была продана по неизвестной цене Сахара Индия Паривар, многонациональной группе, занимающейся финансами, отдыхом, гостиницами, строительством, недвижимостью и промышленной деятельностью. Под новым названием Кин она должна была быть доставлена в город Гоа, Индия, и переоборудована в плавучее жилье.
29 июня 2016 года корабль частично затонул во время стоянки в Гоа, Индия. Затопление было вызвано сильными муссонными дождями и отсутствием заботы за судном. В момент крушения корабля на борту никого не было. Судно было повторно спущено на воду спасательной компанией в июне 2018 года, и вскоре судно было продано на слом. Лайнер был отбуксирован и выброшен на берег в Аланге, Индия, в середине 2019 года.